СЗВМ за май 2021. Изменения. В этом видео новая форма СЗВМ, что изменено, кто должен сдавать, новый порядок заполнения, плюс бланк и постановление для скачивания. Канал Предприниматель Инфо. За май этого года работодатели будут сдавать сведения о застрахованных лицах на новом бланке. ПФР официально утвердил новую форму. Постановление от 15.04.21 номер 103П. Помимо изменений в бланке, в постановлении закрепили и новые правила заполнения отчета. В новом бланке из каждого раздела удалены все пояснения по заполнению, которые в прежнем бланке указывались в скобках. Все пояснения и подсказки по заполнению перенесены в порядок заполнения отчета. Теперь, помимо того, что сведения за май 2021 года работодатели должны подавать по новой форме, досылать сведения за старые периоды также следует на новом бланке. Правила заполнения СЗВМ Пенсионный фонд прописал в нормативном документе. Постановление правительства Пенсионного фонда РФ от 15.05.21 номер 103П. Сведения о застрахованных физлицах по итогам каждого месяца должны сдавать в ПФР все страхователи. Сдать СЗВМ должны организации, в том числе иностранные, которые работают в России, и их обособленные подразделения, предприниматели, а также адвокаты, частные детективы и нотариусы. Но есть исключения из правил. Предприниматели, адвокаты, частные детективы и нотариусы, у которых нет наемных сотрудников и подрядчиков. Они не сдают сведения о застрахованных лицах. Сдать сведения можно в форме электронного документа или на бумажном носителе. Если работодатель сдает сведения на бумажном носителе, заполнять бланк можно шариковой ручкой, чернилами любого цвета, кроме красного и зеленого, печатными буквами, либо, как сказано в документе, при помощи средств вычислительной техники, то есть на компьютере, без помарок, сокращений, исправлений. В разделе 2 «Отчетный период календарного года» номер месяца указывается в формате ММ, а год – 4Г. В постановлении правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15.05.21 номер 103П также указано, в каких случаях какой тип формы заполнять. Исходная форма предоставляется за отчетный период впервые. Дополняющая дополняет ранее принятые ПФР сведения за отчетный период. Отменяющая используется для отмены сведений за отчетный период, которые подали ранее. Теперь не будет споров и по вопросу, надо ли включать в СЗВМ директоров единственных учредителей. Они относятся к застрахованным лицам. Это прописано законодателями в статье 7 Закона от 15.12.2001 номер 167. И порядок заполнения формы СЗВМ отсылает конкретно на эту статью. Поэтому включать в СЗВМ директоров единственных учредителей обязательно. Оспорить иную позицию не удастся. Что касается графы «Страховой номер индивидуального лицевого счета таблицы», то в ней указывается СНИЛС застрахованного лица, на которого подаются сведения. Он состоит из 11 цифр. Если у страхователя нет данных об ИНН лица, на которого подаются сведения, то они не указываются. Проблемы могут возникнуть только из-за исполнителей по гражданско-правовым договорам, например, подряда или оказания услуг. В действующей редакции формы СЗВМ сказано, что их нужно указать в периоде, в котором заключены, продолжают действовать или прекращены договоры. Новый порядок заполнения СЗВМ отсылает к статье 7 Закона от 15.12.2001 номер 167. В нем сказано, что застрахованными лицами являются люди, работающие по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг.
При такой формулировке непонятно, в каком месяце показать в СЗВМ исполнителя. Если, например, в марте он заключил договор, в мае подписал акт о выполненных работах, в июле получил вознаграждение. Официального ответа от ПФР пока нет. СЗВМ сдают ежемесячно не позднее 15 числа месяца, который следует за отчетным. Пункт 2.2 статьи 11 Закона от 1.4.96 номер 27 ФЗ. Отчет можно сдать раньше, на усмотрение работодателя. Если срок сдачи совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, страхователи вправе отчитаться в ближайший следующий рабочий день. Правил о переносе сроков в Федеральном законе номер 27 ФЗ нет, но можно применять нормы статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации. Письмо ПФР от 28.12.2016. Все документы, а также новый бланк СЗВМ вы можете скачать под видео в описании. Друзья, поддержите канал Предприниматель Инфо, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди много интересного. Вас ждут видео-новости из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства.